Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим изучать новинку Pandora NAV 08. Кто пропустил первый обзор, вы можете посмотреть его по ссылке здесь, либо по ссылке под видео. Для начала работы нам необходимо установить три элемента питания типа 3А, соблюдая полярность. И скачать приложение Pandora NAV BT. После этого вводим маяк в режим программирования. Нажимаем на кнопку и удерживаем до 3 вспышек. Включаем приложение на телефоне, не забывая перед этим включить Bluetooth на самом устройстве. Приложение автоматически находит маяк и запросит пин-код для подключения. Заводской пин-код 60. Все, маяк подключен к мобильному устройству. Делаем основные настройки, вбиваем управляющий номер. Задаем интервал выхода на связь. Далее необходимо запомнить данные настройки. Зажимаем кнопку на маяке до 3 вспышек. Теперь маяк настроен и полностью готов к работе. Все те же самые настройки мы можем осуществить с помощью интернет-сервиса ProPON. Для входа в мобильное приложение и интернет-сервис ProPON нам потребуется карточка с пин-кодом, где написано под защитным слоем логин и пароль. Заходим на сервис propon.ru. Здесь нам необходимо будет ввести логин и пароль, если он у вас есть. Если нет, то регистрируемся. Все очень просто, 4 простых шага. Вводим фамилию, имя, отчество, контактный телефон. Пускай будет это Иванов Василий Алибабаевич. Вводим контактный телефон. Нажимаем далее. Придумываем логин и пароль к почте. Логин у вас будет это ваша почта, пароль придумывайте сами. Нажимаем далее. После регистрации пароль придет на почту, подтверждение регистрации. Все, вы успешно зарегистрированы. Идем на почту и подтверждаем нашу регистрацию в ProPON. После того, как мы подтвердили регистрацию на почте, заходим на снова propon.ru, вводим наш логин, вводим наш пароль. Войти. Здесь нам необходимо добавить устройство. Логин и пароль мы берем с карточки. Под защитным слоем будет логин и пароль, соответственно. Стираем, вводим. Вводим логин, вводим пароль. Также придумываем название автомобиля. Это может быть не автомобиль, это может быть все что угодно. Все называйте так, где у вас лежит маяк. Нажимаем добавить. Собственно, все. Здесь вот мы видим наше устройство. Мы им уже попользовались. Температура 24 градуса. Устройство находится в боксе. Вот здесь вот нам сейчас мышкой нужно навести на настройки. Здесь у нас уже забиты данные, номер телефона, ID системы, прошивка и когда последний раз менялась прошивка. Посмотрим, что у нас здесь есть. Группы. Это основная группа, пользователи, связь. Вот связь. Здесь мы уделим внимание чуть больше. Периодичность, активация для определения координат, активация маяка. Здесь мы задаем интервалы выхода на связь. От 20 минут до 7 дней, как мы с вами видим. Например, у меня будет стоять там один раз в 14 часов. Время активации, то время, когда он будет просыпаться. И определение координат по GPS. То есть сколько попыток будет делать маяк для того, чтобы определить координаты именно по GPS, а не по базовым станциям. Поэтому здесь я всегда советую ставить 5 попыток, этого более чем достаточно. Поиск спутников. Поиск спутников также оставляем 4 минуты, это заводские настройки, этого более чем также достаточно. Управление смс-командами это удобно, когда маяк проснется в назначенное время, он соответственно примет ваши настройки, которые вы ему отправите по смс, чтобы его не доставать. Часовой пояс это все оставляем. Нажимаем уведомление выше, выбираем на какой номер будет приходить уведомление. Здесь наш номер и смс. Нажимаем слежение. Слежение мы с вами включаем, это если нам необходимо отслеживать, где находится маяк в реальном времени. Хочу обратить внимание, что батарейка довольно-таки быстро сядет. И нажимаем сохранить. Все, после того, когда мы нажали с вами сохранить, маяк в течение 10 минут примет эти настройки, и вам придет смс-уведомление. Все, маяк готов к работе. Здесь мы с вами видим, нажимаем информацию, видим с вами
баланс сим-карты, как расходовались наши средства. В целом можно понять режим слежения и так далее. Включаем режим слежения. Что мы с вами видим? Здесь небольшая история, мы уже покатались с маяком. В 15:11 мы включили маяк в режим слежения и видим полный путь автомобиля. Вот он доехал до Крылатского, остановился, видим, какое время он стоял, сколько он проехал. И вот он снова путь начал обратно. Он показывает всю дорогу. И в 17:30 автомобиль вернулся. Теперь маяк настроен и полностью готов к работе. Пойдемте узнаем у технического специалиста, куда его лучше спрятать в автомобиле. Андрей, ну расскажи нам, где лучше спрятать поисковой маяк на примере данного автомобиля? Поисковой маяк лучше спрятать так, чтобы до него было трудно добраться. Прятать маяки в нишах, которые открываются банальной отмычкой, вот такие ниши, например, мы здесь маяк спрячем, если, то его найдут за 1, 2, 3 минуты максимум и обезвредят его. Мы рекомендуем прятать маяк в месте, где для того, чтобы его достать, необходимо было снять несколько пластиковых панелей. Или вот на этом примере можно в двери спрятать, разобрать дверь здесь довольно сложно. Нужен специнструмент и порядка полчаса разборки двери, поиска маяка. А двери здесь 4 в этом автомобиле. И в какой из дверей он спрятан, никто не будет знать. Это отличный совет, спасибо, Андрей. Ну что, мы настроили с вами данный маяк, узнали, куда его лучше спрятать в данном автомобиле. Собственно, от себя хочу добавить, что маяк можно устанавливать не только в автомобиле, но и лодки, мотоциклы, вешать на ошейники вашим домашним питомцам и многое-многое другое. Если у вас будут какие-то вопросы касаемо работы маяка, можете задавать его прямо под видео. Мы обязательно на все вопросы ответим. До новых встреч!